Так, мы находимся в таком живописном месте на берегу Онежского озера, поселок Вознесение. С таким вот замечательным и прекрасным автобусом, который я взял на длительный тест-драйв. Взял его в пятницу утром, мне его дали. И сегодня я его должен отдать. Вот очень странная вещь, его когда глушишь, он такие вот звуки издает. Это типа помпа работает, так качает в него. Вообще, если на него так взглянуть, это точная копия Мерседеса Спринтер первого поколения. Что сказать про автобус? Ощущения очень такие спорные о нем, конечно. Китайцы его делали. Машина все же не для девчонок возить, так сказать, а всякие какашки. Поэтому она нужна для работы. Тачка чувствуется, что старая, с 90-х. Об этом, конечно, многие вещи тут говорят. Ну, например, где увидели пепельницу. Мало того, что пепельница, так она еще и доработана, она еще и пластиковая. Ну, типа а-ля кнопки SOS 2. Вон такие вон, вываливающиеся. Машина новая. Вот зачем-то китайцы сделали в цельнометаллическом фургоне, зеркало поставили. Куда они хотят смотреть, в металл, непонятно. Тоже такое очень спорное решение. Это максимальная комплектация. Тут 12,3 куба, электростеклоподъемники, регулировки. Ну, в общем, кстати, она вот так вот гудит перфоратом, как будто херачит минут 5 где-то после того, как я заглушишь. Что самое главное в таких автомобилях? Это надежность, ресурсность. Эта машина должна работать, и работы очень много. И самая дорогая деталь в автомобиле — это кузов. Что касаемо кузова, если вы обратите у себя внимание, и это не только на этой машине, это на автомобилях, которые стоят в автосалоне новыми. То есть вот видите, машина уже начинает разлагаться на радиоактивные отходы. То есть вот швы тоже вот уже рыжики идут. На машине на этой 5000 пробега, 1000 из которых прокатился я. То есть пороги у нее тоже где-то там уже внизу, я смотрел, уже так начинает уже рыжеть потихонечку он. Ну как-то так. Мотор тут 2.7. Не сказать, что он слабый. Он достаточно тяговитый. Тяговитый он с низов хорошо тянет. Но очень маленькая полка момента у него. То есть, допустим, если в Дукате там прямо вум, такой спортивный моторчик, как у BMW. Прям, ну такой он. Не понимаешь, что это прямо дизель, он такой резвенький, хороший. Ну, в последней будке, о которой мы говорим. Тут все же он такой больше действительно тракторный. Расход у него конский. Датчик расхода тут не работает ни на одной машине у них. Они его, видимо, может, специально отключили, я не знаю. Но могу сказать вам то, что эта штуковина пятнаху жрет. Сегодня солярка 161 рубль. Против Дукаты, Транзиты, которые десяточку где-то кушает. Это ощутимо. Это плюс 50% к расходу на топливо для рабочей такой машины. Ну и вопрос, конечно, к ресурсности. То, что она непонятно там, какие там подшипники, стойки, там, как это все будет быстро рассыпаться. В Китае она, кстати, сертифицирована немножко к истории под тонну 700 этот автомобиль. Что еще сказать?
Ну, из особенностей это задний привод. Вот в лес ездил тут отдыхать. И могу сказать, то, что на небольшом даже таком грунтике она начала взрываться. То есть я почувствовал такой момент. А зимой на ней ее рассаталить будет как нефиг делать. Ну, я немножко и джазу дал, решил в повороты вписываться. Тут есть стабилизация такая, она как-то очень странно работает, закусывает. И прямо она так подзакусила как-то колесо, что я чуть управление не потерял. Я подумал, не дай бог, это случилось бы зимой. Вот. Ну, как-то неприятно так подкусила она. Зимой это будет жопа, ребята. Но это не то, чтобы как бы ей в минус, это просто конструкция такая заднего привода этого автомобиля. Поэтому, конечно, Дукат вещь. Такие спорные ощущения. Вот тут сначала, когда я взял из салона, еду такой, думаю, черт. Думаю, нафиг этот автомобиль нужен, надо его сдать. Думаю, надо взять Дукату, поехать на ней. Как бы не едет, ничего. Приехал в лес, взял, подвыпил, стакан накатил. Выхожу, смотрю, думаю, блин, вроде ничего. Вроде Спринтер, Мерседес. Ну, хорошие вещи тоже у него есть на самом деле. Не надо его так уж хаять тоже. Я бы вот отметил. У него огромный клиренс. То есть у него реально как, не знаю, блин, как у какой-нибудь Нивы. То есть вот по плохим дорогам, у него, кстати, подвеска реально похожа на Мерседес, очень мягко он идет по плохим дорогам, лучше, чем Дукат гораздо. Прямо вообще. Он прямо летит, он проглатывает все вот эти неровности. Но от него больше, вот если взять Дукат в последней будке, у Дуката вот он как Солярис. А эта машина все же более как грузовая. У нее мотор такой более тяжелый. Ну, ощущается она как более тяжелый автомобиль, конечно. Ну, из мелочей, что вот двери подклинивает. Я не знаю, вот тут вот 2 раза вот в лесу не мог дверь. Вот она у меня вот тут встала и все, и заклинила ее. Сегодня, кстати, вот ту дверь не мог открыть. Пришлось через боковую вылезать. Тоже что-то заклинило. То есть электроника тут как бы такая какая-то. Немножко, мне кажется, сыроватая все же. Ну, данный автомобиль стоит 3 247 000 рублей. Менеджер, который выдал мне эту машину, сказал то, что последний Дукат он выдавал за 5 300 000 рублей. Соответственно, сие чудо, тяжело сказать, как бы плохая эта машина или нет, с учетом таких цен. По грузовому отсеку тоже вот моменты есть такие. То есть у нее через вот эту боковая дверь маленькая. Соответственно, сюда палеты не загрузишь. Палеты придется грузить через попу. Я тут немножко подушечек прикупил. Кстати, распродажа подушек, кому надо, домой по 250 рублей отдам. Отдаю, минус остались ненужные. Значит, тут такое покрытие отделано. Ну, я там человек написал то, что когда палеты начинаешь катить, оно моментально будет сдираться. Ну, потому что палеты тяжелые. Ну, вот из плюсов, конечно, прикольно то, что вот он так вот отделан мягеньким, да. Вот это все. Ну, хотя вот нахрена это все нужно тоже в этой машине. Мягкий вот этот потолок. Обычный цельнометаллический потолок сбоку он взял, кинул эти фанеру. И все. Ну, не знаю. Ну, кузов тут слабый. 2 года гарантии они дают на него. Все это печально, конечно. Но других вариантов нету. Посмотрим, что там Газель предлагает. ГАЗ. Вроде вот это НН ничего. Тоже новенькая. Но там тоже ценник где-то порядка. Там 3+ миллионов. Вот поеду, ее надо будет посмотреть, тоже взять. Не на 10 покатать ее. Потом уже может решение какое-то принимать.